Всем привет с Мальдив! И сегодня в видео я хочу поговорить о хлебе насущном, то есть о том, как же работники отеля на Мальдивах добывают себе еду. Все работники отеля на Мальдивах, они живут по системе «все включено». То есть у нас включено не только проживание, но включено также обязательно трехразовое питание. А конкретно какое питание уже зависит от отеля и во многом зависит от позиции, на которой этот конкретный работник работает. Начнем с низов. Все работники, независимо от того, насколько низкая у них должность, могут питаться в столовой для персонала. Питание трехразовое, то есть завтрак, обед, ужин, плюс чаще всего 2 раза в день чаепитие, утром и вечером. Чем кормят в столовой? Тут все очень зависит от отеля. В каких-то отелях питание очень разнообразное, очень вкусное и все довольны. В каких-то отелях кормят хуже и питание, не скажу, что скудное, но, скажем так, голодным вы не останетесь, но каких-то изысков ожидать не приходится. Плюс еще даже в одном отеле питание сильно различалось, допустим, после коронавируса, когда отели открылись, еда в столовой, прям скажем, была так себе. То есть я помню, когда я приехала в октябре 2020 года в другой отель, кормили ужасно. То есть был рис, какая-то похлебка из тунца, ну то есть карри из тунца, овощей практически не было, ну такие спартанские условия. В среднем, естественно, все съедобное, больше кухни азиатской, потому что большинство работников даже не местные, здесь очень много работает индусов, людей со Шри-Ланки, бангладешцев, соответственно рис, несколько видов риса даже, я бы сказала, обязательно карри, лепешки, какие-то заправки, это 100%. Все карри обычно островатые. Европейская еда тоже есть. Тут опять же все зависит от отеля. В каких-то отелях много европейской еды, она достаточно разнообразная. В каких-то отелях европейской еды не очень много, и многие европейцы реально жалуются, что им нечего есть. Особенно те люди, которые не любят острое. В общем, еда в столовой, она и есть еда в столовой. То есть вас накормят, вы будете сыты, но, естественно, без деликатесов. Вообще, работа на Мальдивах в отеле немножко напоминает армию. Есть надо, что дают. Особенно, если работаешь дайвинг-инструктором. Все-таки эта работа требует достаточно много физической активности и затрат энергии. И когда приходишь в дайв, уже выбирать не приходится, что есть. Для тех, кто не любит острое, получается, выбор блюд будет тоже ограничен. Для тех, кто придерживается правильного питания, любит есть низкокалорийную пищу, тоже на самом деле будет сложновато, потому что выбор овощей не такой большой. И без риса, без макарон прожить будет сложно. Так как Мальдивы это все-таки строгая мусульманская страна, для работников при посещении столовой присутствует дресс-код. Так что, девушки, если соберетесь работать на Мальдивах, короткие шорты, майки, открытые сарафаны можно с собой не брать, они здесь не пригодятся.
еще один из минусов столовой, то, что она работает строго по часам. Да, я сказала, что она открыта на завтрак, обед и ужин, плюс еще 2 раза в день чаепитие, но все равно есть вариант, что кто-то из-за работы не успевает, когда столовая открыта, поесть. В этом случае надо запасаться либо едой заранее, либо заказывать в кафе. Допустим, в этом отеле есть кафе для персонала, я его покажу попозже, где можно за денежку заказывать еду. Но получается это уже за отдельную плату, работникам приходится платить. И не могу сказать, что там очень сильно дешевые цены. По мальдивским меркам, наверное, дешевые, но все равно жалко. Следующий вариант, как могут питаться работники отеля на Мальдивах, это доступ в гостевой ресторан. Естественно, опция эта доступна не для всех, а только для более высоких позиций. Например, дайвинг-инструктора относятся уже, так сказать, к низшему менеджерскому составу, и мы можем ходить в гостевой ресторан. Но доступ в гостевой ресторан, к сожалению, чаще всего не безлимитный. Например, в нашем отеле мы можем ходить в ресторан 3 раза в неделю. Когда-то давным-давно, несколько лет назад, во многих отелях инструкторах могли ходить в гостевой ресторан 2 раза в день. На завтрак и на ужин, грубо говоря. Но с тех пор экономика у нас не улучшается. Многие отели хотят экономить, и именно поэтому, как я понимаю, сейчас очень сложно найти подобные условия. В большинстве мест это будет либо 1 раз в день питание в ресторане, либо 3 раза в неделю, как я сказала, у меня сейчас. Либо в некоторых местах вообще инструкторам нельзя ходить в ресторан, только столовая для персонала. Это чаще всего в каких-то очень дорогих отелях, супер лакшери, 6 звезд и так далее. Естественно, так как мы персонал, в ресторан мы ходим по остаточному принципу. Если мы идем на завтрак, то нам надо идти достаточно рано утром. Допустим, здесь чаще всего мы ходим где-то с 7:20, и в 8 утра желательно уже из ресторана уйти. То есть перед тем, как основной поток гостей придет. На ужин то же самое, только наоборот. Надо идти позже. Здесь мы ходим после 8:30, когда, соответственно, основной поток гостей, наоборот, уходит. Can you write on the other side? What the second? Yeah. И, конечно, бывает, что в высокий сезон,
когда высокая заполняемость отеля, персоналу нельзя ходить в ресторан, чтобы не перегружать работников кухни и без того занятых. Также на какие-то специальные события, на праздники тоже могут попросить воздержаться от посещения ресторана. Бывает такое, что приходишь в ресторан, говорят: извините, сегодня мы заняты, все столики заняты, приходите позже или приходите завтра. При желании персонал может ходить в ресторан за свой счет. У нас есть скидка, допустим, в этом отеле у нас скидка 50%, мы можем ходить в ресторан, можем ходить в бар. В некоторых отелях даже инструкторам дают так называемый бар allowance, допустим, $100 в месяц можно потратить в ресторане. У нас здесь такого, к сожалению, нет. Но даже с 50% скидкой здесь сходить в ресторан, выпить вино или выпить пиво все равно получается достаточно дорого. Я это делала здесь буквально один раз. Сейчас, дай бог памяти, пиво здесь в нашем отеле, насколько я помню, стоило $15 за 0,33. Соответственно, с 50% скидкой было $7. Может быть, не очень дорого по мальдивским меркам, но сюда все приезжают зарабатывать, как вахтовым методом, так сказать, поэтому не очень много желающих всю свою зарплату тратить на подобные развлечения. Еще один вариант питания – это кафе для персонала, либо магазин для персонала. В кафе для персонала не очень большой выбор блюд, но там можно заказать какую-то еду. Также можно заказать для иностранцев алкоголь, алкогольные напитки. Пиво, ром, виски, какие-то коктейли, кофе, шейки. В принципе, все есть. И также есть магазин для персонала, где продается вода, всякие безалкогольные напитки, шоколадки, какая-то мелочевка, бытовая химия и прочее. Кстати, стаф-бар, либо кафе для работников есть не во всех отелях. Допустим, в моем предыдущем отеле такого варианта не было. И поесть можно было только в столовой, и, соответственно, для тех, у кого есть доступ, в ресторане. Еще один и последний вариант питания здесь, в отеле на Мальдивах, готовить самим. Не могу сказать, что он сильно распространен, потому что это не очень просто.
готовить надо в комнате, либо как-то договариваться с ребятами на кухне. У наших коллег, у ребят из дайв-центра местных, у них есть рисоварка. Иногда они заказывают всякие вкусняшки из Мале. Допустим, недавно они заказывали копченого тунца и делали карри. Но это не очень просто, надо заказывать, надо просить специи, надо где-то покупать специи. Плюс, если готовить в комнате и нет балкона, запахи, тараканы и прочее никто не отменял. Поэтому проще просто ходить в столовую. А готовить самим это так, побаловаться.